Иногда дизайнерский ремонт — это не красивые и современные интерьеры, а набор устаревших и смешных решений, о которых люди мечтали с начала 2000-х. Я покажу вам самые неуместные вещи, которые внешне сильно удешевляют вашу квартиру. От очевидных вариантов вроде пенопласта на потолке до модных белых интерьеров, давно вышедших из моды на самом деле. А в конце будет самое ужасное дизайнерское решение, которое отправит вашу квартиру на пару десятков лет назад. Ну а если вы хотите не прогадать с дизайном и сделать ремонт актуальным на долгие годы, просто обратитесь к профессионалам из промышленного объединения «Система». Это ведущее производственное предприятие с полным комплексом работ и услуг. От проектирования модульных зданий и домов различного назначения любой степени сложности до разработки дизайн-проектов, включая и внутреннюю отделку. Ребята дают гарантию на свою работу, что очень важно в наше время. Отдельно стоящие шкафы. Но давайте про ремонт. И начну я не с самых очевидных вещей. Современный интерьер стремится к утонченной функциональности, и старые отдельно стоящие шкафы постепенно уходят в прошлое. Сегодня в тренде встроенные шкафы, охватывающие пространство от пола до потолка. Это не только придает интерьеру современный вид, но и избавляет от необходимости постоянной уборки пыли под мебелью. Для тех, кто стремится сэкономить, оптимальным вариантом может быть замерить доступное пространство для шкафа и подобрать готовый вариант под нужные размеры. Это отличный способ сэкономить и при этом интегрировать шкаф органично в дизайн помещения. Стыковка разных половых покрытий. Прежде популярное решение с разделением пола на два различных покрытия в одном помещении уступает место современным тенденциям. Сегодня в тренде использование единого покрытия на всей площади помещения. Этот подход исключает лишние стыки и переходы, создавая впечатление единого и гармоничного пространства. Такое исполнение придает интерьеру стильности и современности. Дорого-богато. В наши дни некоторые квартиры до сих пор напоминают дворцовые покои императорских времен. Золотые унитазы, вычурная мебель и все в этом духе. Особенно это заметно у тех, кто внезапно обогатился или стремится это продемонстрировать каждому входящему. Однако истинные знатоки среди состоятельных людей никогда не прибегают к явному демонстрированию своих финансовых возможностей. Они оформляют пространство с применением высококачественных материалов, изысканного ручного декора и других элементов, стоимость которых скрыта за интуитивным восприятием. Особенно неподходящие, даже жалко выглядят попытки внести элементы викторианского стиля на крошечные площади типовых квартир с использованием дешевых материалов, таких как пенопласт, пластик и другие недорогие аксессуары. Не лучше обстоит ситуация и в том случае, когда хозяева пытаются сэкономить даже на пенопласте и позолоте, создавая колонны, лепнины и другие элементы из папье-маше или гипса без соответствующих навыков. Тем, кто не может отказаться от излишеств, стоит понимать, что стиль «богато и дорого» уже давно не актуален и лишь подчеркивает неумение хозяев создать уют в своем жилище, а не их богатство. А обшарпанная золотая краска на белом гипсе вызывает лишь сочувствующую улыбку. Пластиковый плинтус. Пластиковый плинтус, который когда-то широко применялся в отделке, сегодня выглядит очень устаревшим решением. В настоящее время предпочтение отдается полимерным или МДФ плинтусам. Эти материалы не только более прочные, но и гармонично вписываются в современные интерьеры. Кроме того, существуют более роскошные варианты, такие как скрытые за дверцами плинтуса или на пружинах, которые добавляют изысканности пространству. Есть также интересные альтернативные методы обработки стыков без использования плинтусов вообще, когда пол переходит в стену без зазора. Много маленьких комнат. Приобретая новостройку с открытой планировкой, лучше отдавать предпочтение зонированию пространства. Глухие стены с дверьми оправданы в том случае, если в семье много членов, каждому из которых требуется личное пространство. То же самое относится и к шкафам или кладовкам, скрытыми за дверьми. Сегодня актуальным считается широкое пространство, где кухня естественным образом переходит в гостиную, а затем в зону спальни. Не обязательно оставлять все комнаты открытыми. Современные дизайнеры используют перегородки, раздвижные амбарные двери и занавески для создания различных зон внутри одного большого помещения. Для хранения предметов подходят функциональные решения, такие как встроенные скрытые шкафы в стенах, под кроватью, в подиуме или под оконными рамами. Это позволяет сохранить чистоту линии интерьера и максимально использовать пространство. Точечные светильники. Ранее популярным решением были точечные светильники, размещенные по всему потолку или вдоль его периметра, буквально еще год назад. Однако сегодня такое освещение считается устаревшим и не очень эстетичным.
Часто это решение создает множество ярких точек на потолке, что может раздражать глаза неправильным расположением света. В современном интерьере предпочтительнее использовать трековые системы и световые линии. Они обеспечивают более гибкую настройку направления света и позволяют комбинировать различные виды освещения. Например, в помещениях с открытой планировкой, таких как объединенная кухня и гостиная, можно осуществить разделение освещения на зоны, использовать трековое освещение для гостиной и точечные споты или подвесные светильники для кухни. Это не только придает стильный вид интерьеру, но и обеспечивает практичное и эффективное освещение различных функциональных областей помещения. Магнитики и сувениры. Возвращение из путешествий или прием гостей, вернувшихся из разных уголков мира, часто сопровождается наводнением квартиры сувенирами, которые каждый желает привезти с собой. Вскоре кажется, что холодильники, полки, шкафы и прочее превращаются в настоящие галереи. Квартира не только выглядит перегруженной, но и поддержание чистоты становится проблемой. Каждую статуэтку подними, протри, магниты начинают желтеть от времени, а этнические поделки просто рассыпаются. Решение подобной проблемы начинается с осознания необходимости контроля за количеством сувениров и предметов, привозимых из путешествий. Хотя они могут быть памятными, иногда лучше выбирать только самые значимые из них. Для поддержания порядка можно создать систему хранения и дисциплинировать себя в отношении новых приобретений. Не стоит забывать о правиле: один вход, один выход. Если что-то новое приобретается, то что-то старое должно уйти. Это поможет не только сохранить порядок, но и подчеркнуть важность каждого предмета в интерьере. Глянцевый натяжной потолок. Глянцевые натяжные потолки были популярны в прошлом, но сегодня они утратили актуальность. Эти потолки имеют недостаток отражения света, что создает неприятные блики, а также показывает любые недостатки или неровности поверхности. В современном интерьере предпочтительнее выбирать матовые или полуматовые натяжные потолки. Они придают помещению более стильный и аккуратный вид, а также способны создавать более уютную и приятную атмосферу. Они лучше скрывают недостатки и не подвержены проблемам с бликами от света, что делает их более практичным и эстетичным решением для современного интерьера. Много пластика, глянца и хрома. В конце 90-х годов стиль хай-тек был в моде, и многие стремились отойти от традиционной классики, которая долгое время была доминирующим вариантом дизайна гостиной. В квартирах начали появляться комплекты глянцевой мебели, ярких неестественных оттенков, с обилием хромированных и пластиковых поверхностей, острыми углами и прямыми линиями. Вначале это выглядело смело и современно, но со временем этот тренд уступил место более уютным и органичным стилям, таким как скандинавский, неоклассика, минимализм и экодизайн. Сегодня скандинавский стиль с его природной легкостью, минималистичный функциональный подход, а также возвращение к классическим элементам в новом контексте стали более популярными. Эти направления придают интерьерам уютность, комфорт и в то же время подчеркивают стиль и функциональность помещения. Карнизы для штор. Традиционные декоративные карнизы для штор постепенно уходят в прошлое, уступая место более современным вариантам. Нынешние дизайнеры предпочитают использовать встроенные карнизы или минималистичные альтернативы. Они выглядят более лаконично и способны гармонично вписываться в дизайн помещения. Встроенные карнизы обеспечивают более плавное и ровное скольжение штор по окну. Кроме того, существуют карнизы на пружинах или из алюминия, которые могут быть спрятаны в стене или потолке, создавая более чистый и современный внешний вид. Пенопластовая плитка на потолке. Пенопластовая плитка – достаточно бюджетное и симпатичное решение, которое многие предпочитают для того, чтобы сэкономить. Но есть одна проблема. Спустя пару лет эта плитка начинает желтеть или сереть и удешевляет ваш ремонт еще сильнее. Сейчас проще переплатить сущие копейки, но сделать нормальный натяжной потолок, чем каждые пару лет освежать потолочную плитку. Фотообои с пейзажами и яркими мотивами. Ранее фотообои с разнообразными пейзажами, морскими или городскими видами были очень популярными в интерьерах. Застали такое? Однако в современных дизайнах предпочтение отдается более сдержанным и стильным вариантам обоев. Геометрические узоры, абстрактные композиции, растительные мотивы и другие современные рисунки стали предпочтительным выбором. Они придают интерьеру более современный и актуальный вид, а также способствуют созданию элегантной атмосферы в помещении. А пестрые фотообои сразу удешевляют внешний вид вашего жилья. Разноцветная подсветка. Популярная в прошлом радужная светодиодная подсветка, особенно актуальная на кухнях, теперь ушла в прошлое и вряд ли вернется в интерьерный дизайн в ближайшие несколько лет.
Официально такие яркие светодиоды, мигающие разноцветными огоньками, теперь ассоциируются скорее с оформлением детских праздников и новогодних елок. Сегодня в кухне предпочтительны два типа освещения. Либо холодный белый свет, который придает помещению современный вид, либо теплый свет, близкий к естественному солнечному освещению. Эти варианты подсветки создают уютную атмосферу и визуально преобразуют кухонное пространство, делая его функциональным и приятным для пребывания. Яркие кухни. Яркие кухни отпугивают многих покупателей недвижимости. Эти гарнитуры, появившиеся в 2000-х годах, заменили массивные деревянные шкафы классического стиля. Гладкая поверхность все еще остается в моде, однако дизайнеры предлагают уйти от чересчур ярких и кислотных цветов. Вместо оранжевых, красных и ярких оттенков предпочтительнее выбирать кухню, которая органично впишется в общее пространство комнаты, не выделяясь инородным пятном. Современный подход предполагает интеграцию мебели в стены, уделяя особое внимание встроенным вариантам техники. Таким образом, холодильник и посудомоечная машина могут скрываться за дверцами шкафа, идеально сливаясь с остальным интерьером. Сейчас в тренде отсутствие верхних рядов шкафов, и вместо них чаще используют открытые полки, что придает кухне более легкий и открытый вид. Отказ от трехмерных картин на фартуке также является характерной чертой современных кухонных интерьеров. Одинаковая мебель из одной коллекции. Помните, раньше все гонялись за наборами кресел и дивана, но сейчас однообразный интерьер не в почете. Сегодня в современном дизайне приветствуется идея комбинирования различных мебельных элементов. Это позволяет создать интересные контрасты и уникальный стиль помещения. Например, можно сочетать разные стили, материалы и цветовые решения для достижения более увлекательного и индивидуального дизайна. Такое смешение может включать в себя современные элементы в сочетании с классическими, эклектичные комбинации или игру текстур и оттенков. Этот подход помогает создать интерьер, отражающий уникальность и стильность, подчеркивая индивидуальность жильцов помещения, а не типовое решение из двух необъятных кресел и ужасного дивана. Душевые кабины. Душевые кабины вышли из моды примерно 3 года назад. Эти неэргономичные и громоздкие контейнеры сегодня уступили место встроенным кабинам с полностью закрывающимися стеклянными или пластиковыми дверцами до потолка. Такое решение отличается удачным дизайном. Отсутствуют выступающие элементы по периметру душа, как и лишние кнопки, углы или фигурные стенки. Все скрыто и выглядит аккуратно, создавая более минималистичный и современный облик в ванной комнате. Планка для стыка напольных покрытий. Использование планок для оформления стыка двух различных напольных покрытий постепенно уходит в прошлое. Сегодня в тренде минималистичные порожки или вообще их отсутствие. Напольные покрытия укладываются практически без зазоров, оставляя микроскопическую щель, которая заполняется герметиком, соответствующим цвету одного из используемых напольных материалов. Этот подход создает ощущение единого пространства без видимых разрывов и стыков, придавая интерьеру более гармоничный и современный вид. Интерьер вокруг телевизора. Раньше стенка под телевизор была основным элементом в гостиной. Фокус на зоне с телевизором требовал соответствующего оформления остального пространства. Однако в наши дни многие предпочитают отказаться от больших телевизоров в центре помещения, предпочитая использовать персональные ноутбуки или смотреть фильмы на проекторе. Современная техника не требует большого пространства. Плазменные панели делают максимально узкими и крепят прямо на стену. Панель становится максимально незаметной. Иногда она размещается на темной матовой поверхности, чтобы сливаться с окружающим интерьером. Такой подход помогает создать более минималистичный и спокойный дизайн гостиной, где телевизор сходу не бросается в глаза. Ведь теперь диагонали уже никого не удивишь. Монотонные и скучные цветовые схемы. В прошлом использование однообразных и скучных цветовых палитр, таких как только белый или бежевый цвет в интерьере, было очень популярным. Однако в современном дизайне все больше предпочитают яркие и живые цвета, а также интересные и нестандартные комбинации и контрасты. Цветовые акценты становятся важным средством выделения и создания интересных деталей в интерьере. Смелые решения в выборе цветов придают жизнь и индивидуальность помещению, делая его более динамичным и привлекательным. Будь то яркое желтое кресло или безумный красный диван среди белых стен, это помогает сделать ваше жилье более стильным и дорогим. Короба и потолки из гипсокартона. Не так давно многие с достаточным бюджетом стремились установить короба из гипсокартона на потолок с экстравагантной сложностью и многоуровневостью. Это было распространено как в небольших комнатах типа хрущевок с низкими потолками 2,5 метра и площадью 10-12 квадратных метров, так и в роскошных особняках площадью на несколько сотен квадратных метров.
Все пытались держаться моды, хотя это оказалось не самым благодарным занятием. Такие замыслы рекомендовали как профессиональные дизайнеры, так и сами строители, которым подобные творения приносили приличный доход. То же самое происходило с широким внедрением арок, встроенных стеллажей с подсветкой, созданных из конструкций, обшитых тем же гипсокартоном. Но со временем и жизнью стало ясно, что такие элементы непрактичны, где бы они ни находились. Особенно они стали беспокоить на крошечных площадях, уже и без того перегруженных. Постоянные сколы, царапины и разрушения. Да и выглядит это в большинстве случаев нелепо и колхозно. Поэтому делать сейчас подобные решения практически приговор вашему жилью. Какой бы ни был классный интерьер, безвкусные гипсовые гробы отберут все жилое пространство. Но не расстраивайтесь, если что-то из этого списка коснулось и вас. Ведь мода очень циклична, и что-то может опять стать популярным. Вот и сейчас все охотятся за советскими креслами и тумбочками, реставрируя и превращая их в дизайнерские решения.